Урок 1. Отслеживание различных поездок иммигрантов. Привет, Анна. Я только что читала об истории иммиграции в разные страны. Это действительно увлекательная вещь. Это отличная тема. Иммиграция, безусловно, формировала культурный ландшафт многих стран на протяжении всей истории. Абсолютно. Например, знаете ли вы, что многие известные фамилии в Британии восходят к вторжению норманнов в 1066 году? В самом деле, я и не подозревал, что у многих семей есть корни, уходящие в далекое прошлое. О каких фамилиях идет речь? Что ж, такие имена, как Фицпатрик, Фицджон и Фицрой, все они указывают на французское происхождение норманнов, родившихся во времена прихода Вильгельма Завоевателя в Британию. Ого, это так интересно. Я никогда не знал происхождения таких имен. Удивительно, как иммиграция может оставить такое прочное наследие. Определенно. И дело не только в Великобритании. Иммиграция сыграла огромную роль в формировании идентичности других стран. Отличное замечание. Например, в Австралии многие из самых известных семей на самом деле родом из других частей мира. В самом деле, я этого не осознавал. Какие примеры групп иммигрантов оказали большое влияние в Австралии? Что ж, многие первые европейские поселенцы в Австралии на самом деле были заключенными, перевезенными из Британии в XVIII и XIX веках. Ах, понятно. Таким образом, эти вынужденные иммигранты в конечном итоге стали частью основы австралийского общества. Именно так. А позже последовали крупные волны иммиграции из таких стран, как Греция, Италия и Восточная Европа. Увлекательно. Это просто говорит о том, насколько разнообразным и многокультурным может быть происхождение населения страны. Определенно. Иммиграция — очень сложная и увлекательная часть мировой истории. Всегда есть чему поучиться. Я согласен. Это была очень интересная дискуссия. Удивительно, насколько иммиграция повлияла на мир вокруг нас. Урок 2. Переход к следующим этапам процесса найма. Привет, Анна. Я хотел рассказать вам о следующих шагах в процессе найма на эту должность, которую мы обсуждали. Ах да, вакансия, на которую вы подали заявку. Я рад предоставить более подробную информацию о том, чего ожидать в будущем. Отлично. Я очень признателен, что вы нашли время рассказать мне об этом. Мне не терпится все продвинуть. Конечно, позвольте мне рассказать вам о следующих этапах. Сначала мы запланируем телефонный досмотр с менеджером по найму. Телефонный досмотр. Понял. И чего я могу ожидать от этого первого разговора? Основная цель будет заключаться в том, чтобы менеджер лучше узнал вас и оценил вашу квалификацию для этой должности. Ладно, в этом есть смысл. Должен ли я подготовить что-то конкретное для телефонного интервью? Да, я бы порекомендовал иметь под рукой свое резюме, а также быть готовым обсудить ваши соответствующие навыки и опыт. Отлично. Это очень полезно знать. Что произойдет, если я успешно пройду телефонный досмотр? Отличный вопрос. Если руководитель впечатлен, следующим шагом будет личное собеседование, вероятно, с командой по найму персонала в полном составе. Вижу.
Личное интервью с командой. Чего мне ожидать от этой части процесса? При личном общении вы можете рассчитывать на более подробное обсуждение вашего опыта, а также на некоторые потенциальные оценки навыков. Оценки навыков. Понял. Есть ли что-то конкретное, что мне следует взять с собой на собеседование? Я бы посоветовал взять с собой копии вашего резюме, а также любые соответствующие образцы работ или портфолио. Отлично. Это очень полезно знать. И каковы типичные сроки перехода к следующим этапам? Что ж, менеджер по найму сделает все возможное, чтобы эффективно продвигать дела. Но я бы порекомендовал подождать 2-3 недели от экрана телефона до личного разговора. Хорошо. Это дает мне хорошее представление о темпе. И каков последний шаг после личного собеседования? Последним этапом будут дополнительные собеседования или оценки, за которыми последует решение о найме и предложение, если вас выберут. Замечательно. Это действительно всеобъемлюще. Теперь я чувствую себя гораздо более информированной и подготовленной. Спасибо, Анне. Я рад, что смог подробно рассказать о следующих шагах. Пожалуйста, дайте мне знать, если по пути возникнут другие вопросы. Подойдет. Я очень признателен, что вы нашли время рассказать мне об этом. Очень полезно иметь такой уровень ясности. Конечно, я всегда рад помочь. Удачи вам в оставшейся части процесса найма. Я болею за тебя. Спасибо. Я очень ценю поддержку. Хорошо. Я мотивирован и готов двигаться вперед. Урок 3. Планирование веселого отдыха на выходных. Привет, Анна. Я хотела кое-что запустить у тебя. Что вы думаете о том, чтобы спланировать для нас небольшой отдых на выходных? Отдых на выходных. Звучит потрясающе. Что вы имели в виду? Что ж, я подумала, что мы могли бы доехать до этого очаровательного маленького городка примерно в 2 часах езды. Знаете, тот, в котором есть очаровательный отель типа «Постель и завтрак». Ах да, я знаю это место. Это было бы прекрасно. Какие мероприятия вы планировали провести во время поездки? Я думала, что мы могли бы провести один день, прогуливаясь по местным магазинам и галереям, может быть, даже пойти на концерт на городской площади. Звучит как раз в нашем переулке. А что насчет того, что было на днях? Есть интересные идеи. Что ж, я надеялся, что мы сможем подняться на эту живописную смотровую площадку и устроить приятный пикник с видом. Аоа, пикник с видом, как романтично. Мне это нравится. Есть ли что-то еще, что нам нужно спланировать? Хороший вопрос. Возможно, мы захотим взять с собой немного денег в любые магазины или рестораны, которые мы посещаем. Ах да, отличное замечание. Для отдыха на выходных всегда полезно иметь при себе немного наличных денег. Абсолютно. И, наверное, нам стоит взять с собой удобную обувь для ходьбы. Конечно, не хочу, чтобы волдыри испортили наше походное приключение. Что-нибудь еще мы должны добавить в упаковочный лист. Может быть, зарядное устройство для портативного телефона на случай, если нам нужно будет сделать много фотографий. И, конечно же, не забудьте купальники на случай, если мы захотим искупаться. Хороший звонок по зарядному устройству для телефона. И да, купальники просто необходимы.
Не хочу упускать ни одной возможности расслабиться у воды. Именно так. Я так взволнован от одной мысли об этом. Это будет идеальный небольшой отдых на выходных. Согласен, звучит совершенно идиллически. Мне не терпится отвлечься от привычной рутины и просто насладиться обществом друг друга. Я тоже. Это именно тот мини-отпуск, который нам нужен, чтобы зарядиться энергией. Абсолютно. Хорошо, давайте начнем вдаваться в детали. Когда вы задумали об этом отпуске? Что ж, я подумала, что следующий уикенд лучше подойдет для обоих наших графиков. Отлично. У нас достаточно времени, чтобы все уладить. Я сейчас отмечу это в своем календаре. Замечательно. Будет очень весело. Я уже могу представить себе, как мы потягиваем вино на веранде этого уютного отеля типа «Постель и завтрак». Я тоже. А еще прогуляйтесь по очаровательным маленьким магазинам и полюбуйтесь видами, открывающимися с вершины этой живописной смотровой площадки. Именно так. Хорошо, давайте начнем составлять более подробный маршрут. Я готов воплотить этот уикенд в реальность. Звучит неплохо для меня. Я так рада приступить к планированию. Это будет идеальное небольшое путешествие для нас. Не могу не согласиться с этим. Хорошо, давайте сделаем это. Мне не терпится оставить вместе прекрасные воспоминания. Урок 4. Изучение сложного персонажа Скруджа. Привет, Анна. Я читала классику Диккенса «Рождественская песнь» и хотела узнать твое мнение о персонаже Скруджа. Скрудж. Это интригует. Какие черты его характера вам больше всего понравились? Что ж, мне показалось очень интересным, как он представляет собой такой архетип холодного и бессердечного бизнесмена, который заботится только о прибыли. Да, абсолютно. Скрудж — типичное воплощение такого типа бессердечного бизнесмена, стремящегося к прибыли. Именно так. Но в то же время мне кажется, что в его характере есть более глубокие слои, которые усложняют его. Это хорошее замечание. Как вы думаете, каковы некоторые из этих более тонких аспектов личности Скруджа? Что ж, возникает ощущение, что его поведение во многом связано с глубоко укоренившимися эмоциональными ранами или травмами прошлого. Ах да, предыстория Диккенса об одиноком детстве и неудачных отношениях Скруджа действительно помогает ему очеловечить. Определенно. В этих переживаниях есть печаль и горечь, даже если он пытается спрятать их под своей грубой внешностью. Да, похоже, что его скупые поступки являются защитным механизмом, защищающим его от дальнейших страданий и разочарований. Точно, вы попали в точку. И я думаю, именно это делает его будущую трансформацию еще более мощной. Абсолютно. Когда призраки заставляют его взглянуть правде в глаза этим болезненным воспоминаниям и эмоциям, открывается окно в его истинное уязвимое «я». Определенно. И это показывает, что даже самый закоренелый и циничный человек все еще способен к переменам и искуплению. Именно так. Скрудж, такой сложный, многослойный персонаж, символ проблем материализма и эгоизма,
а также свидетельство силы сочувствия и сострадания. Хорошо сказано. Скрудж действительно воплощает в себе двойственность человеческого опыта, способность к жестокости и доброте. Абсолютно. Это вечная история, которая до сих пор находит отклик, потому что путешествие Скруджа говорит о чем-то универсальном о состоянии человека. Не могу не согласиться с этим. Эта дискуссия действительно укрепила мое понимание глубины и тонкости характера Скруджа. Это очень богатая многослойная история. Я так рада, что нам удалось исследовать его вместе. Диккенс создал такого захватывающего и многогранного главного героя в игре Скрудж. Всегда есть что распаковать. Определенно. Мне кажется, я мог бы часами обсуждать тонкости персонажа Скруджа. Здесь есть во что погрузиться. Абсолютно. Это признак поистине великого литературного персонажа, который продолжает очаровывать и вдохновлять на анализ и интерпретацию. Хорошо сказано. Хорошо. Меня вдохновляет вернуться и перечитать рождественскую песнь по-новому. Спасибо за увлекательное обсуждение, Анна. Урок 5. Адаптация рабочих подходов к динамике команды. Привет, Анна. Я хотела бы узнать, как адаптировать наши стили работы к различным командным динамикам. Каково твое мнение по этому поводу? Отличный вопрос, Джон. Я считаю, что этот подход действительно может отличаться в зависимости от контекста и потребностей команды. Безусловно, в этом есть большой смысл. Можете ли вы привести пример того, как вы можете адаптировать свой стиль к разной динамике команды? Конечно, давайте посмотрим. В команде, где больше внимания уделяют сотрудничеству и ценят открытое общение, я предпочитаю быть более вовлеченной и интерактивной. Это хорошее замечание. Так что, возможно, в такой обстановке вы будете более склонны делиться идеями с группой. Именно так. Я считаю, что развитие такого взаимного диалога действительно может способствовать инновациям и решению проблем. Интересно. А как быть с командой, которая в своей работе более независима или автономна? Хороший вопрос. В таком случае, возможно, я откажусь более сдержанно. Я сформулирую четкие рекомендации и цели, но предоставлю им больше автономии. Ах, в этом есть большой смысл. Предоставление этой независимости и гибкости, но при этом сохранение их в нужном направлении. Точно. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс и адаптироваться к потребностям каждой команды. Абсолютно. Думаю, стиль общения также изменится в зависимости от динамики команды. Определенно. Если вы работаете в более автономной группе, я бы предпочла больше полагаться на краткие письменные обновления, а не на постоянные проверки. Это разумный подход. Избегайте микроуправления и позволяйте им заниматься своим делом. Именно так. Но для команды, которая преуспевает в личном общении, я обязательно планирую регулярные встречи и обсуждения. Отличный звонок. Подбор методов коммуникации в зависимости от того, что лучше всего подходит для группы. Абсолютно. Все дело в гибкости и реагировании на уникальные потребности каждой команды, с которой вы работаете. В этом есть смысл. Я вижу, насколько такой уровень адаптивности был бы действительно полезен. Определенно.
Возможность скорректировать свой подход крайне важна для максимального повышения производительности и морального духа в разных командах. Согласовано. Это очень ценная информация, Анна. Спасибо, что вы рассказали мне об этих нюансах. Конечно, я рад поделиться своей точкой зрения. Адаптация стиля работы — важный навык, особенно в современной динамичной рабочей среде. Хорошо сказано. Мне кажется, теперь я гораздо яснее понимаю, как к этому подойти. Это было очень полезное обсуждение. Я так рада, что смогла дать полезные рекомендации. Ориентироваться в разных командных динамиках — это искусство, но овладеть им очень важно. Абсолютно. Хорошо. Меня вдохновляет применять эти принципы на практике. Еще раз спасибо, Анна. Урок 6. Оценка художественного мастерства масляной живописи. Привет, Анна. Я надеялся немного разобраться в живописи маслом. Мой друг Джон действительно увлекся этим как хобби, и я в восторге. Как интересно. Хотелось бы узнать больше о страсти вашего друга Джона к масляной живописи. Что вы узнали об этом от него? Ну, во-первых, он действительно талантлив. Ему даже удалось продать несколько своих работ, что, на мой взгляд, просто невероятно. Ух ты, удивительно, что он добился успеха в своих картинах маслом. Что особенного в этом материале, которое его особенно привлекает? Судя по тому, что он мне рассказал, ему нравятся насыщенные, яркие цвета и то, как слои краски создают такую глубину и текстуру на холсте. Ах да, универсальность и выразительность масляных красок действительно завораживают. Я понимаю, почему он так влюблен в этот процесс. Определенно. И он действительно потратил время на освоение всех техник: остекление, импаста, алла прима и все такое. Похоже, он приложил много усилий и практики, чтобы развить свои навыки. Такое внимание к деталям достойно восхищения в любом творческом деле. Абсолютно. Он даже показал мне несколько своих картин, и я просто в восторге от уровня реализма и эмоций, которые он может передать. Это замечательно. Живопись маслом может быть не только полезным, но и сложным занятием. Уметь так ярко передать свое видение — настоящий подвиг. Я согласен. Он рассказывал мне о том, как он часами тщательно смешивает цвета и накладывает краски друг на друга, чтобы добиться реалистичных эффектов. Удивительно, сколько терпения и сосредоточенности уходит на создание впечатляющей картины маслом. Каждый мазок кисти должен быть настолько продуманным. Определенно. Кроме того, он постоянно экспериментирует с разными техниками и предметами. Делает это для него свежим и увлекательным. Мне нравится это чувство художественного исследования и развития. Это говорит о его страсти к ремеслу и искренней любви к процессу. Абсолютно. Он действительно вдохновил меня по-новому взглянуть на живопись маслом. Я вновь обрел уважение к этому искусству. Это просто фантастика. Возможность поделиться энтузиазмом и проницательностью своего друга, несомненно, укрепила ваше уважение к медиуму. Это действительно так. Жаль, что у меня нет такого художественного таланта, но я просто в восторге от того, на что он способен. Что ж, даже если вы не чувствуете необходимости брать в руки кисть,
Поддерживать и поощрять творческие занятия вашего друга — это просто замечательно. Вы правы, я просто рада видеть и поощрять его творчество. Было очень приятно видеть, как он процветает благодаря этому хобби. Уверена, он рад, что ты сидишь в своем уголке и подбадриваешь его. Творческие увлечения могут быть очень полезными, но иногда и уязвимыми. Определенно. Я рада, что могу быть таким неизменным источником вдохновения и благодарности за его тяжелую работу. Это так заботливо с твоей стороны, Джон. Развитие этого творческого сообщества и взаимная поддержка поистине бесценны. Абсолютно. Хорошо. У меня есть вдохновение посмотреть его последние работы. Спасибо за увлекательный разговор, Анна. Урок 7. Признание мимолетной природы жизни. Привет, Анна. Я читал эту цитату на днях, которая мне очень понравилась. Речь идет о том, чтобы столкнуться с концом жизни. Это тяжелая, но глубокая тема. Что это была за цитата? Если не возражаете, я спрошу. Что ж, это было от кардинала Бернардина, и он сказал, неправильно тратить драгоценные моменты своей жизни. Ух ты, это сильное чувство. Как вы думаете, что он имел в виду? Думаю, он действительно понимает мимолетность жизни и важность того, чтобы не воспринимать наше время как нечто само собой разумеющееся. Да, я это вижу. Такой взгляд на смертность настолько острый и актуальный. Именно так. Похоже, он советует нам ценить каждый момент, который у нас есть, а не упускать его из виду. Это очень мудрая и отрезвляющая точка зрения. Борьба с собственной смертностью действительно может изменить наши приоритеты, не так ли? Определенно. Это заставляет вас понять, насколько хрупко и ограничено наше время на этой земле. Это глубокое осознание. Думаю, это вдохновит человека жить с большим намерением и целеустремленностью. Абсолютно. По его словам, не тратьте эти драгоценные моменты впустую, а используйте их по максимуму. Да, именно так. Обдуманное и приносящее удовлетворение подход к опыту, отношениям и увлечениям. Точно. Это хорошее напоминание о том, что нужно не зацикливаться на тривиальных вещах, а сосредоточиться на том, что действительно важно. Определенно. Борьба со смертностью действительно поможет избавиться от лишнего и отточить свои основные ценности и приоритеты. Согласовано. И я думаю, что такое изменение взглядов может оказаться очень ценным даже для тех из нас, кому не грозит неминуемая смерть. Абсолютно. Нам всем будет полезно задуматься о мимолетном характере жизни и о том, как мы предпочитаем проводить время. Определенно. Это побуждает нас быть более внимательными и целенаправленными в повседневной жизни. Именно так. Это отрезвляющее, но в то же время вдохновляющее осознание того, что у нас есть ограниченное окно, поэтому мы должны использовать его по максимуму. Хорошо сказано. Я очень ценю слова кардинала Бернардина и мудрость, которую они передают. Это дало мне много поводов для размышлений. Я тоже. Именно такое понимание действительно может вдохновить нас жить более целенаправленно и наслаждаться каждым моментом. Абсолютно. Хорошо, вы вдохновили меня.
Я постараюсь сохранить этот образ мышления в себе более целенаправленно. Думаю, это прекрасная идея. Принятие этой цитаты близко к сердцу может стать мощным способом привнести в нашу жизнь больше смысла и уважения. Определенно. Спасибо, что обсудили это со мной, Анна. Это был наводящий на размышления и содержательный разговор. Урок 8. Профессиональный заказ обслуживания в номерах. Привет, Анна. Я только что просмотрела меню доставки еды и напитков в номер, и все звучит так аппетитно. Как вы обычно делаете заказ службе доставки еды и напитков в номер? Вы проголодались. Обслуживание в номерах – одно из моих любимых преимуществ при проживании в хорошем отеле. Главное – отнестись к своему заказу эффективно и точно. Ах, приятно знать. Какие у вас есть советы по оформлению заказа на обслуживание номеров, которое принесет мне наилучшие результаты? Сначала я всегда держу меню под рукой и тщательно просматриваю его, чтобы точно решить, что мне нужно. В этом есть смысл. Вы же не хотите возиться, пытаясь разобраться в этом на месте, верно? Именно так. А потом, позвонив, будьте готовы четко сформулировать свой заказ. Не оставляйте места для двусмысленности. Понял. Значит, мне нужно подготовить названия товаров, их количество и любые особые пожелания, верно? Точно. Таким образом, персонал сможет быстро и точно обработать ваш заказ. Кроме того, так вы быстрее получите еду. Отличное замечание. Я полагаю, что эффективность играет ключевую роль в обслуживании номеров. Определенно. Чем быстрее они доставят ваш заказ, тем быстрее вы насладитесь вкусной горячей едой. Вполне логично. Что еще я должен иметь в виду при оформлении заказа на обслуживание в номере? Что ж, всегда полезно давать щедрые чаевые персоналу. В конце концов, они приносят еду прямо к вашей двери. Хороший звонок. Я бы не хотела об этом забывать. Какова типичная сумма чаевых за обслуживание номеров? Обычно я оплачиваю 20% от общей суммы счета. Именно их тяжелая работа заключается в том, чтобы доставить вам эту вкусную еду. Это очень полезно знать. Хорошо, теперь я готов сделать заказ как профессионал. Замечательно. Просто помните, будьте вежливы, конкретны и щедры, и все будет готово. Отличный совет. Спасибо большое, Анна. Я сейчас получу заказ. Я голодна. Ха-ха, приятного аппетита. Не могу дождаться, чтобы узнать, чем обернется для вас обслуживание номеров. Знаешь, я так и сделаю. Хорошо, пожелайте мне удачи. Я ныряю в воду. Урок 9. Изучение антонимов, составных частей языка. Привет, Анна. Я только что думала об антонимах и о том, что они играют важную роль в формировании словарного запаса. Что вы думаете о важности изучения противоположностей? Это отличный вопрос, Джон. Антонимы абсолютно необходимы для развития полноценного владения языком с тонкими нюансами. Абсолютно. Можете ли вы привести пример того, как освоение антонимов может быть полезным? Конечно, давайте воспользуемся упомянутым вами примером «чисто» и «грязно». Знание того, что чистота — это антоним грязного, является ключом к точному выражению значений. Это прекрасная иллюстрация.
Способность четко сформулировать противоположную концепцию очень важна. Именно так. Это позволяет нарисовать гораздо более яркую и детальную картину, а не полагаться на расплывчатые обобщения. Определенно. И я полагаю, что это также помогает более эффективно передавать инструкции или указания. Абсолютно. Знание антонимов может сделать ваш язык более понятным и недвусмысленным. Это неотъемлемая часть передачи смысла. Отличное замечание. Это почти защитная сетка, обеспечивающая правильную интерпретацию вашего сообщения. Точно. Овладение противоположностями — все равно, что иметь в своем распоряжении набор языковых строительных блоков. Мне нравится эта аналогия. Как будто вы пополняете свой словарный запас глубже и тоньше. Именно так. И дело не только в простых прилагательных, таких как «чистый» и «грязный». Антонимы существуют во всех частях речи. Хорошие замечания. Итак, мы говорим о глаголах, существительных, наречиях, обо всей гамме языка, верно? Определенно. Умение находить и использовать антонимы таких слов, как увеличить с лучше уменьшить, прибытие с лучше отъезд, осторожность с лучше опрометчиво. Вот в чем заключается реальная сила. Это очень проницательно. Я вижу, что такая лингвистическая ловкость может оказаться неоценимой, особенно в официальных или профессиональных условиях. Абсолютно. Возможность беспрепятственной замены антонимов позволяет вам общаться с большей точностью и ясностью. Я действительно начинаю понимать значение антонимов совершенно по-новому. Это была интересная дискуссия. Я так рада, что смогла помочь пролить свет на важность овладения противоположностями в процессе изучения языка. Это важная область, но ее часто упускают из виду. Определенно. Мне кажется, я гораздо лучше понимаю, как антонимы способствуют формированию обширного и разностороннего словарного запаса. Замечательно! Это один из тех фундаментальных строительных блоков, которые могут действительно улучшить ваше владение языком, если применять его вдумчиво. Хорошо сказано. Хорошо. Меня вдохновляет углубиться в изучение антонимов. Спасибо за увлекательный разговор, Анна. Урок 10. Преимущество личного общения. Привет, Анна. Я думала о том, насколько мы в наши дни полагаемся на виртуальное общение. Но как вы думаете, есть ли все еще значительные преимущества личного общения? Отличное замечание, Джон. Я определенно считаю, что в личном общении есть несколько ключевых преимуществ, которые мы не должны упускать из виду. Абсолютно. Какие основные преимущества вы видите в таких личных обсуждениях? Ну, во-первых, умение читать мимику и язык тела друг друга бесценно. Именно так. Эти невербальные сигналы могут передать гораздо больше, чем просто сами слова. Точно. Это позволяет нам уловить тонкие нюансы и по-настоящему понять весь смысл того, что кто-то говорит. Отличное замечание. Это придает взаимодействию дополнительный уровень глубины и аутентичности. Определенно. И я считаю, что личное общение также способствует укреплению чувства связи и вовлеченности. Я согласен.
В физическом присутствии с кем-то есть что-то более личное и значимое. Абсолютно. Находясь в одном пространстве, легче наладить взаимопонимание и по-настоящему настроиться друг на друга. Конечно. Кроме того, я считаю, что личные разговоры часто кажутся более динамичными и спонтанными. Отличное замечание. Существует естественная энергия взад и вперед, которая может теряться в виртуальных взаимодействиях. Именно так. Проще органично обдумывать друг друга и изучать идеи в режиме реального времени. Определенно. И вы действительно можете подпитывать энергию и энтузиазм друг друга так, как это труднее повторить в интернете. Не могу не согласиться с этим. Мне кажется, что личное общение приносит определенный уровень динамичности и непосредственности. Абсолютно. В личном общении есть неоспоримое богатство, которое трудно воспроизвести на экране. Хорошо сказано. Мне определенно не хватало этой динамики, когда в последнее время мне приходилось прибегать к виртуальным встречам. Я могу это понять. Легко считать само собой разумеющимися нюансы и синергию, которые мы получаем от физического присутствия с кем-то. Определенно. Но я полагаю, что преимущество заключается в том, что виртуальные опции позволяют нам оставаться на связи в трудные времена. Это правда. Они служили жизненно важным спасательным кругом, когда личный контакт был невозможен. Но я надеюсь, что мы не упустим из виду ценность личного общения. Согласовано. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс и оценить уникальные преимущества каждого способа общения. Хорошо сказано. Гибридные подходы, в которых используются лучшие возможности виртуального и личного взаимодействия, могут стать лучшим выбором. Абсолютно. Сохранение этой гибкости и адаптируемости имеет ключевое значение, особенно в нашем все более цифровом мире. Не могу не согласиться с этим. Все дело в том, чтобы использовать каждый канал связи целенаправленно и стратегически. Определенно. Хорошо. Это была очень содержательная дискуссия. Здесь много отличной пищи для размышлений. Я так рада, что вы сочли его ценным, Джон. Изучение нюансов общения для меня бесконечно увлекательно. То же самое и здесь. Спасибо, что вы нашли время, чтобы распаковать это вместе со мной. Было очень приятно. Удовольствие только мое. Мне всегда нравится наш наводящий на размышления обмен мнениями. Дайте мне знать, если вы когда-нибудь захотите глубже погрузиться в эту тему. Сделаю. Спасибо, Анне. Хорошо. Меня вдохновляет воплотить некоторые из этих идей в жизнь. Увидимся позже. Урок 11. Работа с контрольным списком продуктов и туалетных принадлежностей. Привет, Анна. Я как раз составляла список покупок на неделю и поняла, что у нас также закончились некоторые туалетные принадлежности. У вас есть несколько минут, чтобы вместе со мной просмотреть полный список покупок. Конечно, давайте решим эту проблему вместе. Какие продукты вы имели в виду и какие туалетные принадлежности нам также нужно забрать? Что ж, что касается продуктов, я подумала, что нам понадобятся обычные продукты, свежие продукты, немного белка, например, курицы или рыбы, и, возможно, несколько основных продуктов питания, которых у Звучит нас не хватает. неплохо. А что вы имели в виду в отношении туалетных принадлежностей? Я знаю, что, как вы уже сказали, нам определенно нужно пополнить запасы шампуня и зубной пасты.
Определенно эти двое. И, возможно, некоторые другие предметы первой необходимости, такие как мыло, дезодорант и туалетная бумага. Кажется, мы довольно быстро с этим справляемся. Абсолютно. Всегда хорошо иметь в наличии такие предметы первой необходимости, не так ли? Абсолютно. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по конкретным брендам или продуктам для туалетных принадлежностей? Я хочу убедиться, что мы покупаем качественные вещи. Дай мне подумать. Что касается шампуня, то мне очень нравится тот органический шампунь без сульфатов, который мы купили в прошлый раз. Благодаря этому мои волосы стали такими мягкими и чистыми. Ах да, я помню эту. Хорошо, я обязательно принесу еще одну бутылку этого напитка. Как насчет зубной пасты? Я большая поклонница натуральной отбеливающей зубной пасты от этого экологически чистого бренда. Она действительно освежает дыхание без использования агрессивных химикатов. Замечательно, я добавлю это в список. А что касается других туалетных принадлежностей, что вы предпочитаете? Мыло, дезодорант и туалетную бумагу? Что касается мыла, мне нравится нежное увлажняющее кусковое мыло. А в качестве дезодоранта мне отлично подходит дезодорант, не содержащий алюминия. Что касается туалетной бумаги, давайте остановимся на базовой надежной марке, которую мы обычно Звучит покупаем. неплохо. У меня все записано. Итак, что еще мы должны купить, помимо свежих продуктов и белков, за исключением продуктов питания? Что ж, вероятно, у нас закончились такие продукты, как рис, макароны, консервированная фасоль, оливковое масло, типичные продукты питания, которые мы часто используем в кладовой. Безусловно, отличный звонок. Нужно иметь все необходимое для кухни в хорошем состоянии. Что-нибудь еще мы забываем. Дай мне подумать. И нам нужно будет взять свежего хлеба, возможно, йогурта или молока, а также любые закуски или угощения, которые мы захотим съесть на этой неделе. Понятно, я обязательно добавлю все это в список. Это будет довольно обширный магазин продуктов и туалетных принадлежностей. Определенно. Всегда лучше быть внимательным и не забывать ничего важного, понимаете? Особенно для наших больших походов по магазинам. Полностью согласен. Хорошо, думаю, у меня есть все, что нам нужно, записано. Спасибо, что обсудили это со мной, Анна. Я очень признателен, что вы перепроверили список. Конечно, рады помочь. Главное — обеспечить охват всех наших баз. А теперь давайте отправимся в путешествие по магазинам вместе. Похоже на план. Хорошо, давайте сделаем это. Я готов взяться за магазин, вооружившись нашим подробным списком. Отлично. Давайте сделаем это. Я чувствую, что это будет очень эффективная и продуктивная прогулка за продуктами. Я тоже чувствую себя уверенно. Хорошо, пойдем покорять этот список покупок. Урок 12. Знаменитый салют «Черной власти» на Олимпийских играх 1968 года. Привет, Анна. Я читала о культовом салюте «Черная сила» на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Вы знакомы с этим историческим моментом? Да, я точно знаю об этой мощной акции протеста. Это было очень трогательное и дерзкое заявление этих двух спортсменов на мировой арене. Абсолютно. Можете ли вы напомнить мне подробности того, что там произошло? Это было во время церемонии награждения в беге на 200 метров. Два американских спортсмена, Томми Смит и Джон Карлос, подняли кулаки в черных перчатках, стоя на пьедестале почета.
Ах да, этот образ прочно вошел в историю. Каково было значение этого жеста? Это был символ власти чернокожих и борьбы за гражданские права. Смит и Карлос сделали смелое заявление против расовой несправедливости в Соединенных Штатах. Понимаю. Так что это был политический акт, а не просто празднование их спортивных достижений. Именно так. Они использовали свою олимпийскую платформу, чтобы привлечь внимание к продолжающейся борьбе за равенство и права человека. Для этого нужно много мужества и убежденности, не так ли? Сделать такое мощное политическое заявление в такой обстановке. Определенно. Они знали, что это вызовет негативную реакцию, но чувствовали себя вынужденными использовать время, проведенное в центре внимания, для чего-то большего, чем они И, сами. если я правильно помню, реакция, конечно, вызвала бурную реакцию. Что произошло после их протеста? Да, их немедленно выгнали из Олимпийской деревни, и они подверглись большой критике и осуждению. Но их поступок нашел отклик у людей по всему миру. Ух ты! Им, должно быть, было невероятно трудно пережить это в тот момент. Но это, несомненно, оказало долгосрочное влияние. Абсолютно. Их дерзкий жест стал культовым имиджем движения за гражданские права. Это был поворотный момент протеста на мировой арене. Я понимаю, почему это считается такой мощной и важной частью истории Олимпийских игр и гражданских прав. Отвага этих спортсменов действительно вдохновляет. Определенно. Они делают все возможное, чтобы их голоса были услышаны и привлекли внимание к продолжающейся борьбе чернокожего сообщества. Это отличное напоминание о том, как спортсмены могут использовать свою платформу для социальных и политических изменений даже в разгар соревнований. Именно так. Они показали, что Олимпийские игры — это не только спорт, но и площадка для громких революционных заявлений. Хорошо сказано. Это была очень интересная беседа. Я благодарна за то, что узнала больше об этом историческом моменте. Я тоже. Это важная часть истории, которую, на мой взгляд, важно понять людям, особенно в контексте продолжающейся борьбы за расовую справедливость. Абсолютно. Подобные обсуждения действительно могут помочь воплотить эти важнейшие события в жизнь и оценить их неприходящее значение. Определенно. Спасибо, что поговорили со мной на эту тему, Джон. Мне всегда нравится вникать в эти содержательные беседы с вами. Это мое удовольствие, Анна. Мне кажется, что теперь я гораздо лучше понимаю салют «Черная сила» на Олимпийских играх 1968 года. Замечательно. Я так рада, что смогла предоставить полезный контекст и идеи. Это вдохновляющий момент, который стоит запомнить и обдумать. Согласовано. Хорошо. У меня есть мотивация еще немного почитать на эту тему. Еще раз спасибо за отличный чат. Урок 13. Взвешивание пешеходной дорожки и поездки на такси. Привет, Анна. Я пытаюсь решить, как лучше всего попасть на сегодняшнее мероприятие. Как вы думаете, мне лучше дойти пешком или взять такси? Это хороший вопрос. Как далеко находится место проведения мероприятия от того места, где вы начинаете? Судя по карте, до него всего 15-20 минут ходьбы. Так что до него определенно можно дойти пешком. Ладно,
Понятно. В таком случае я бы, наверное, порекомендовал бы просто прогуляться пешком, если у вас есть на это время и силы. Думаете, лучше ходить пешком, чем ехать на такси? В чем преимущество ходьбы в такой ситуации? Ну, во-первых, прогулки бесплатны. Вы сэкономите деньги, которые потратили бы на проезд в такси. Хорошие замечания. А какие еще преимущества может принести ходьба вместо вождения? Это также лучше для окружающей среды, поскольку вы не будете сжигать ископаемое топливо. Кроме того, это хорошее упражнение. Ах да, факторы здоровья и устойчивого развития также важно учитывать. Вы веские аргументы в пользу ходьбы. Именно так. Если у вас не очень мало времени или нет плохой погоды, лучше всего ходить пешком, особенно на относительно небольшое расстояние. Это правда. У меня есть достаточно времени, чтобы добраться туда, и прогноз выглядит неплохо. Ладно, думаю, вы меня убедили, я планирую прогуляться пешком. Замечательно. Уверена, вы получите удовольствие от прогулки и прибудете на мероприятии отдохнувшими и заряженными энергией. Думаю, вы правы. Кроме того, это даст мне возможность немного прояснить ситуацию перед началом мероприятия. Абсолютно. Небольшая физическая нагрузка перед соревнованием и время, проведенное в одиночестве, могут быть очень полезны как физически, так и морально. Отличное замечание. Хорошо, тогда у меня все готово. Ходить пешком – это. Спасибо, что помогли мне все обдумать, Анна. Конечно, я рада, что смогла высказать полезную точку зрения. Приятной прогулки и прекрасного времяпрепровождения на мероприятии. Я так и сделаю. Спасибо большое. Ладно, пора приступить к делу. Увидимся позже. Звучит неплохо. Берегите себя. Расскажите мне, как пройдет мероприятие после этого. Сделаю. Скоро с вами свяжусь. Урок 14. Ответ на призыв к исцелению разногласий. Привет, Анна. Я читала цитату о призыве «устранить брешь» и помочь Америке двигаться вперед. Что вы думаете об этой идее? Ах да, это сильное и вдохновляющее чувство. Думаю, это говорит о той важной роли, которую мы все играем в преодолении разногласий и восстановлении единства в нашем обществе. Определенно. Слова «устранители бреши» действительно поражают воображение. Как вы думаете, что значит брать на себя такую ответственность? Что ж, я рассматриваю это как призыв к действию, не просто сетовать на проблемы и разногласия, но и активно работать в направлении примирения и прогресса. Отличное замечание. Речь идет о переходе от простого осуждения проблем к конкретным шагам по их решению. Именно так. Речь идет о том, чтобы не просто критиковать или осуждать, а засучить рукава, чтобы помочь преодолеть пробелы и найти решение. Мне очень нравится эта рамка. Это возлагает на нас, граждан, обязанность активно содействовать позитивным переменам. Абсолютно. Речь идет о том, чтобы каждый из нас вносил свой вклад, а не просто ожидал или ждал, пока кто-то что-то исправит. Это находит отклик у меня. Мы все обязаны внести свой вклад в более масштабную миссию по развитию Америки. Точно. И я думаю, что миссия Америки, о которой идет речь в этой цитате,
на самом деле заключается в отстаивании основных ценностей равенства, справедливости и единства. Да, безусловно. Восстановление чувства общей цели и идеалов даже в условиях разногласий. Определенно. Речь идет о том, чтобы вновь посвятить себя основополагающим принципам, призванным объединить нас как нацию. Хорошо сказано. Идея «устранить брешь» кажется поистине вдохновляющим призывом к действию. Я согласен. Перед нами стоит задача активизировать усилия и играть активную роль в устранении разногласий, а не просто пассивно наблюдать за ними. Именно так. Речь идет о том, чтобы превратить наше разочарование и беспокойство в ощутимые конструктивные усилия. Абсолютно. И я думаю, что такой активный и ориентированный на поиск решений образ мышления необходим, если мы действительно хотим продвинуть страну вперед. Не могу не согласиться с этим. Эта дискуссия действительно заставила задуматься. Множество интересных идей, над которыми стоит поразмышлять. Я так рада, что вы сочли это важным, Джон. Я очень увлечен изучением того, как каждый из нас может внести свой вклад в позитивные изменения. Я все понимаю, и я очень благодарна за то, что вы поделились со мной своим мнением. Это дало мне много поводов для размышлений. Замечательно. Я рада, что смогла дать полезную пищу для размышлений. Дайте мне знать, если вы когда-нибудь захотите глубже погрузиться в эту тему. Сделаю. Спасибо, Анне. Хорошо, мне пора воплотить некоторые из этих идей в жизнь. Поговорим с вами в ближайшее время. Урок 15. Радости домашних продуктов. Привет, Анна. Я подумывал о том, чтобы разбить небольшой огород дома. Что вы думаете о выращивании собственной продукции? Я думаю, это прекрасная идея, Джон. Фрукты и овощи, выращенные в домашних условиях, могут быть очень полезными. В самом деле, какие основные преимущества вы видите в выращивании собственной продукции? Ну, во-первых, это отличный способ сэкономить деньги по сравнению с постоянной покупкой продуктов в магазине. Ах да, это очень хорошее замечание. Выращивание их дома, безусловно, может быть более рентабельным. Абсолютно. А еще вы получаете дополнительный бонус. Вы точно знаете, что входит в состав ваших продуктов питания, никаких загадочных ингредиентов. Это правда. Приятно иметь такой уровень контроля и прозрачности всего процесса. Определенно. Кроме того, есть что-то очень приятное в том, чтобы ухаживать за своим маленьким садом и наблюдать за его процветанием. Могу себе представить. Наверное, приятно в буквальном смысле наслаждаться плодами своего труда. Именно так. А продукты, выращенные в домашних условиях, всегда намного свежее и ароматнее. Это отличное замечание. Бьюсь об заклад. Вы получите гораздо более насыщенный и яркий вкус по сравнению с покупкой в магазине. Абсолютно. Когда дело доходит до вкуса и качества, просто нет равных. Как день и ночь. Ого, вы действительно меня убеждаете в этой идее. Есть ли другие преимущества выращивания собственной продукции, о которых мне следует знать? Что ж, это также может быть действительно терапевтическое и приятное хобби. Отличный способ выйти на улицу, пообщаться с природой и вести активный образ жизни. Ах да, психологические и физические льготы тоже важны. Мне нравится идея, что это расслабляющее и продуктивное занятие.
Именно так. Кроме того, вы можете принять участие всей семьей, а также весело и дружно. Это замечательное замечание. Это может стать отличным способом заинтересовать детей и рассказать им о том, откуда они едят. Определенно. Это такой ценный жизненный навык и чувство признательности, которое нужно прививать следующему поколению. Я полностью согласен. Хорошо, вы меня полностью убедили. Сейчас я обязательно подумаю о том, чтобы разбить небольшой домашний сад. Фантастично. Я так рада за тебя, Джон. Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо советы или рекомендации по мере настройки. Сделаю. Спасибо, Анне. Я очень благодарна за то, что вы нашли время рассказать мне обо всех преимуществах. Это было очень полезно. Конечно, я рад, что смог поделиться полезной точкой зрения. Садоводство — моя страсть, поэтому мне всегда хочется поделиться его радостями. Могу сказать. Хорошо, мне пора начать исследовать лучшие растения и методы. Это будет здорово. Я знаю, что вы отлично поработаете. Не могу дождаться, когда скоро увижу твою домашнюю награду. Я тоже. Еще раз спасибо, Анне. Хорошо, пора нырнуть и приступить к посадке.